Бонжур, Тата с вами. И это первый выпуск моего нового шоу «20 абзацев». Ко мне в студию будут приходить знаменитости из мира музыки, сериалов и блогинга. Каждому гостю я задам 10 вопросов о его карьере, жизни, увлечениях и чувствах, о том, что важно узнать мне об этом конкретном человеке. Я надеюсь получить искренние ответы. Это пилотный выпуск шоу. Я предполагаю, что в будущем оно будет развиваться. Я надеюсь получить от вас обратную связь в комментариях. Что вам понравилось, а что можно улучшить. Сегодня моим гостем будет Томас Эванс, один из основателей и супервайзер конкурса Simsavision. Томас действительно важная персона там. Он не просто занимается организацией, но и решает, соответствуют ли номера правилам, кто будет допущен до голосования. Приветствую вас, Томас. Здравствуйте, Табита. Рад быть вашим гостем. Много лет конкурс Simsavision радует зрителей по всему миру. Мы видим гостей и зрителей из разных стран, и это не только страны СНГ. Судя по информации на сайте, за 10 лет жизни конкурса накопилось уже больше 200 выступлений и множество номеров от гостей. И даже тот факт, что главный концерт Simsavision длится больше 2 часов, не мешает ему набирать на YouTube тысячи просмотров. Как вы думаете, почему Simsavision такой успешный конкурс? В чем его секрет? Секрет успеха конкурса Simsavision заключается в том, что он сочетает в себе две вещи. С одной стороны, это соревнование с большим числом участников, в рамках которого они сражаются друг с другом за успех, признание и хрустальное сердце. Это может звучать несколько цинично, но давайте будем честны. Людям нравится смотреть, когда другие люди соревнуются друг с другом. Это было, есть и будет. С другой стороны, Simsavision – это шоу с большим числом ярких номеров и разноплановой, разножанровой музыкой. Кроме этого, конкурс имеет международную ориентацию и привлекает участников и зрителей со всего мира, что делает его более разнообразным и интересным. Например, в прошлом году на сцене Альсимары соседствовали представители музыкальных сфер Латинской и Северной Америки, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Азии. Участники стараются создавать качественные и продуманные номера, которые удивляют зрителей и вызывают эмоции. Наконец, Simsavision – это не только конкурс, но и сообщество единомышленников, которые собираются вокруг общей идеи и совместного творчества. Это создает атмосферу дружелюбия и поддержки, которая важна не только для участников, но и для зрителей. Можно сколько угодно обманывать себя и окружающих, скромно притворяться и повторять поговорку «важна не победа, а участие». Но все мы понимаем, что большинство участников приходят на Simsavision за победой. Это видно потому, как много времени тратят продюсеры на подготовку видео, как тщательно подбирают костюмы, выбирают песню из тех, что им действительно по душе. Каждый участник для продюсера как родной. Многих не устраивает место ниже первого. Отсюда логически можно вывести вопрос: пытался ли кто-нибудь купить или получить нечестным путем победу? За то время, что я находился на посту супервайзера конкурса, я не сталкивался с ситуациями явного денежного подкупа организаторов. В основном подобные персоны стараются получить нужные результаты путем манипуляций с голосованием. Особенно много таких случаев было в прошлом году, когда мы радикально изменили формат голосования. К счастью, наши системы были к этому готовы, поэтому данные ситуации удалось разрешить успешно. Успешный конкурс, куда часто приходят состоявшиеся музыканты, не может быть финансово нестабильным. Каждый год для конкурса строится новая сцена, разрабатывается большое количество графических материалов. Съемка, монтаж, трансляция и прием гостей – все это требует больших вложений. Но все мы понимаем, что альтруизм в нашем мире явление редкое. Подобные проекты, как правило, кратно окупаются за счет рекламы, откатов и других смежных бизнес-схем. Приносит ли вам Simsavision деньги? Богатый ли вы человек? Богатство – это вещь относительная. Кому-то достаточно бургера и бутылочки колы, а кому-то и целого мира мало. Смотрите, конкурс Simsavision – это не коммерческий проект. Бюджет каждого сезона складывается из членских взносов вещателей городов-участников, денежной суммы со стороны Имовского вещательного союза и города-хозяина конкурса, а также рекламы. В последние годы нередкими стали случаи меценатской помощи. Например, в 2022 году она была предоставлена со стороны компании супруга Кияры Simdex Construction, которая ориентирована на постройку коммерческой недвижимости. Благодаря этой компании в Альсимаре удалось отстроить новый туристический район, где расположилась МААТ-арена. Так или иначе, у нас всегда есть бюджет, достаточный для проведения конкурса. Другой вопрос, конечно, как данным бюджетом будут распоряжаться.
по своему опыту скажу, это сильно зависит от местных организаторов и уровня коррупции в городе. Некоторые конкурсы были очень дорогими, но их проведение превратилось в одну сплошную катастрофу. Что касается моего обогащения, то важно понимать, что должность супервайзера не равна владельцу. Мне не принадлежит Симсовижн. Владельцем бренда является Симовский вещательный союз. Я всего лишь назначен на эту должность и получаю зарплату согласно моему контракту. Я не ворочаю денежными потоками, я не выплачиваю зарплаты сотрудникам, я просто контролирую различные аспекты проведения конкурса. Того, что я получаю за выполнение своей работы, мне достаточно. Однако богачом в традиционном представлении я не являюсь. Я сама давняя поклонница конкурса. Внимательно смотрю его последние 4 года и знаю наизусть выступления практически каждого участника. Мне нравится не только смотреть концерты и выступления, но и вникать в биографию музыкантов, в особенности их личности. Не скрываю, я сама выбирала фаворитов сезона и даже легко влюблялась в них. Не буду пока раскрывать, кто это был. Надеюсь, в будущем мне повезет, и я возьму интервью у этих людей. А есть ли у вас любимчики на конкурсе? Нет, у меня нет любимчиков. Я всегда выстраиваю рабочий процесс таким образом, чтобы не привязываться к тем или иным участникам. Это очень важно для обеспечения объективности и беспристрастности моей работы, особенно сейчас, после отмены правила на единичное участие конкурсантов фестиваля. Каждый год команда конкурса меняется и переписывает правила. Иногда это незначительные изменения, иногда правила переписываются почти полностью. Организаторы хотят сделать конкурс, с одной стороны, интереснее, а с другой не допустить нечестной игры, потасовок и скандалов. Порой изменения в правилах встречаются тепло, а иногда вызывают споры среди зрителей и участников. А какие нововведения в правилах среди всех сезонов вы считаете лучшими и почему? Ох, хороший вопрос. Наверное, это реформа системы голосования, которую мы провели в 2022 году. Благодаря ей мы смогли обеспечить приток голосующих зрителей, а также решить проблему с формированием жюри конкурса. Если ранее оно формировалось за счет приглашенных людей, связанных с конкурсом, либо с машинимой, то теперь оно состоит из участвующих продюсеров конкурса. Это хорошо, потому что, во-первых, мы даем им возможность выразить свое мнение, и, во-вторых, избавляемся от ситуации, когда мы вынуждены звать в жюри буквально всех подряд. Кроме того, введение единой системы оценивания для жюри позволяет пресекать явные попытки манипуляции голосами. В прошлые годы контролировать это было гораздо сложнее. Еще, наверное, правильно с моей стороны выделить отмену анонимности. Это является важным знаком перехода Симсовижн на новый этап своего развития. Уже ходят слухи, что каждый сезон заканчивается скандалом. Мы видим множество тем в социальных сетях и на форуме, откуда произошел конкурс. Там ссорятся продюсеры, зрители и организаторы. Последний сезон закончился неприятными переписками под постом с объявлением о победе Шармоник. Думаю, вы, как умный человек, понимаете, что дело не только в них. Я имею в виду продюсеров и участников. Какие проблемы конкурса Симсовижн вы считаете самыми острыми? У конкурса две проблемы – участники и организаторы. Это может показаться смешным и немного абсурдным, но это правда. Каждый год взаимодействие между этими группами превращается в противостояние. Мы требуем выполнять наши условия и придерживаться заданных рамок, а участники не всегда с этим согласны, причем в определенных ситуациях довольно радикально. К концу каждого сезона это напряжение накапливается и в итоге выливается, сметая все на своем пути. Так и живем. Ваша личность – загадка для всех. Одновременно с этим вы собственной персоной все чаще стали появляться в новостях. У вас появились страницы в социальных сетях, а с ними и возможность для таких интервью, как это. Но мы по-прежнему почти ничего не знаем о вашей жизни вне конкурса. Я не буду выпытывать подробности о вашей семье, о доме или друзьях. Просто раскройте какой-нибудь необычный факт о себе, который всех удивит. Каждый год после завершения очередного сезона я уезжаю в Хидден Спрингс и прохожу курс оздоровления и омоложения на местных озерах. Иногда эти процедуры могут странно на меня влиять, поэтому каждый сезон я внешне выгляжу немного по-разному. Каждый год зрители конкурса переживают за количество участников. Эти переживания подогреваются тем, что пока идет подготовка, некоторые продюсеры отказываются от участия. Еще можно заметить, что конкурс старается привлекать традиционные для Симс мира города и те, что имели высокие результаты ранее.
Как вы ищете новых продюсеров и привлекаете старых, но пожелавших пропустить конкурс? Какие методы для их убеждения вы используете? Каждый год к нам присоединяются новые талантливые участники. Кто-то находит нас самостоятельно, заинтересовавшись конкурсом через наши социальные сети. Но необходимо упомянуть, что наш агентский отдел также делает огромную работу. Благодаря новому управляющему в прошлом году мы привлекли большое количество не только новых участников, но и зрителей. Просмотры первого концерта били все рекорды, а количество проголосовавших зрителей превысили пиковые значения конкурсов 2014-2016 годов. Это очень существенный прирост. Наш агентский отдел каждый день мониторит звезд шоу-бизнеса и составляет список потенциальных участников, которые подходят под наши правила и критерии. Затем мы отправляем им приглашения. Конечно, есть и отказы. Но в большинстве случаев эти отказы превращаются в гостевые выступления. Приоткрою некую завесу тайны. К нам и сейчас обращаются новые звезды, чтобы уточнить детали для участия в новом сезоне. Никакие методы убеждения мы не используем. Нам достаточно написать одно письмо и ждать ответа. Спрошу коротко. Хотели бы вы сами принять участие в конкурсе? Как думаете, вы бы смогли занять высокое место? Я люблю музыку. Я могу сказать, что я чувствую и понимаю ее. Для меня она такое же живое существо, как вы и я. Я с детства хотел стать музыкантом, много чего делал для этого. Однако с возрастом понял, что моих способностей для этого было недостаточно. Я всегда стараюсь адекватно и объективно оценивать себя, окружающий мир и свое место в нем. Это очень важно, на мой взгляд. Думаю, этот вопрос волнует аудиторию больше всего. Поэтому я оставила его на десерт, и мне не хочется получить туманный ответ. Даже несмотря на коммерческую тайну, постарайтесь ответить максимально прямо. Будет ли конкурс в этом году? Симсавижн совсем недавно провел 10-й юбилейный сезон. Каждый год он был на грани срыва, и этот сезон не исключение. Нельзя сказать, что конкурс будет жить вечно, ведь когда-то он закончится. Это может случиться в этом году через 5, 10, 20 лет. Конкурс держится на заинтересованности и инициативности членов нашего большого сообщества. Если интерес к концерту резко упадет до нуля, то, к сожалению, наша музыкальная история на этом закончится. Поэтому хочу сказать, что проведение сезона в этом году полностью зависит от активности и желания заинтересованных сторон. К сожалению, все возможные договоренности запрещают мне говорить на эту тему, однако вывод вы можете сделать сами, если внимательно наблюдаете за текущей ситуацией. Спасибо вам за это искреннее интервью. Вы идеальный гость. С вами было очень приятно пообщаться. Ваши ответы не оставят равнодушным как поклонников конкурса, так и тех, кто узнал о нем в первый раз. До скорых встреч, Томас! Спасибо, Табита. Рад был быть вашим гостем. Друзья, это был первый выпуск шоу «20 абзацев». Надеюсь, что вам понравилось и вы придете на следующий выпуск. Поверьте, новый гость удивит вас. Это будет еще одна шишка из музыкального шоу-биза, но не связанная с Симсавижн, хотя и обсуждаемая в комьюнити конкурса. Чтобы не пропустить выпуск, подписывайтесь на этот канал. В описании вы найдете ссылки на мои социальные сети. Также там будут ссылки на социальные сети конкурса Симсавижн. Ждем новый сезон и новый выпуск шоу «20 абзацев». Аревуар!